Если вы любите тренды, то тренды определенно любят вас, и вы попали на это видео не случайно, а на него вам указал перст судьбы. В этом ролике я расскажу вам про долгосрочные и краткосрочные тренды кухонь и дам, как обычно, свою оценку, насколько долго задержится тот или иной тренд, стоит ли вам обращать на них внимание в принципе и тем более инвестировать свои ресурсы и деньги или предлагать клиентам, если вы дизайнер. Рифленые фасады. Рельеф – это новый черный. Раньше в кухонных фасадах все стремилось к плоскости и тишине, но теперь всем и везде нужен рельеф. Он входит в моду. Горизонтальные или вертикальные рифы, насечки, реечки, волны – все, что хочется трогать, все в моде и все на острие. Такие кухни не просто про хранение и функцию, а про тактильное ощущение, выразительную текстуру и светотень. Особенно красиво этот рельеф сочетается с ровными, гладкими, глянцевыми или матовыми поверхностями. Но я думаю, этот тренд будет символом времени, и он уйдет лет через 5-7. Он не задержится надолго, потому что не очень практичен и долговечен, хотя некоторые ламинации и пластики могут прослужить очень долго и хорошо. Но остальные материалы типа рельефного МДФ, металла, рельефного шпона – это очень недолговечная история. Рамочные фасады – это тренд, который будет усиливаться и уменьшаться, но будет актуален всегда. Однако эти рамочные фасады будут без резных цветочков и бронзовых ручек. Это будет только тонкая линия, архитектурная строгость и четкая геометрия. Чаще всего такие фасады делают из крашеного МДФ или шпона с выразительным обрамлением и минимальным декором. Еще начали делать рамки фасадов из металла и заявили, что это тоже очень трендово. Все эти решения будут с нами постоянно, это вечные формы переосмысления классики, это будет с нами надолго. Просто когда-то будет чуть более моднее, чуть менее моднее, чуть пошире, чуть поуже. Металлические кухни. Интерьерная кухонная мода требует больше металлов, хороших и разных. В моде металлические фасады, острова и фартуки, холодный блеск алюминия или нержавейки, латуни, бронзы или золотишко можно прекрасно сочетать с теплым деревом. Это великолепная пара. Металл вообще отлично подойдет тем, кто любит кухню с характером и работает на ней как в лаборатории. Это очень гигиеничный и экологичный материал. Однако про чистый металл, который загибается вокруг плит фасадов или формирует фартуки и столешницы, я думаю следующее. Это материал холодный, громкий, неприятно звенящий и царапающийся. Ламинация имитирует металлы пока еще не так реалистично, как, например, это делает с деревом, плюс все еще видна кромка. Но сейчас появляются новые краски с металлом, так называемые жидкие металлы, и вот это уже очень интересненько. Лакокрасочные материалы с настоящей металлической крошкой очень неплохо имитируют настоящие металлы, хотя основание у этого может быть как МДФ, так и что угодно, хоть гипсокартон. Я думаю, что в ближайшие годы мы увидим очень необычные и интересные решения в этом направлении и увидим новую категорию фасадов, очень реалистично имитирующую металл. А чистый металл все еще будет встречаться на кухнях, но очень редко и из трендовых материалов уйдет и станет символом времени, 1-2 десятилетий, и будет встречаться только если фрагментами и акцентами, а не большими площадями, как его можно увидеть сейчас. Скажите, вот металл на кухне, это вообще органично? Может, как в больнице? Он не как в больнице, а как на профессиональной кухне у профессиональных поваров. Поэтому это очень экологичный, гигиеничный материал. Он хорош для кухонь, он идеально подходит. Другой вопрос, как он эмоционально с вами резонирует. Камень и керамогранит. Керамогранит на фасадах продолжает бороздить просторы выставочных стендов. Лучше всего это решение смотрится, если делать целый остров в керамограните или камне. Столешница сверху и продолжающийся рисунок камня на боковых сторонах объема. Получается такой вот кубик.
Можно, кстати, сделать градиентный керамогранит на остров, и тогда весь остров будет градиентный. Кстати, если вы хотите не просто ловить тренды, а основательно разобраться в том, как создать идеальную кухню от планировки и эргономики до материалов и наполнения, обратите внимание на мой мастер-класс по кухням. Ссылка будет в описании к видео. Светоотражающие прозрачные фасады. Кухни, в которых все не то, чем кажется. Зеркальные, глянцевые или полупрозрачные фасады создают эффект парения, растворения в пространстве. Особенно эффектно они смотрятся в маленьких помещениях, где каждый сантиметр света на счету. Отличный прием, чтобы кухня перестала быть тяжеловесным блоком в пространстве, а стала более легкой и игривой. Интегрированные ручки. Минимализм не сдает своих позиций, все должно быть встроено, скрыто, гладко. Ручки, как выступающие элементы, сдают позиции интеграции, и теперь выемка, прорезь, углубление становятся новым языком дизайна. Такие фасады выглядят цельно, чисто и технологично. Острова округлой формы. Прямые углы все еще держатся, но в центр кухни все чаще выдвигаются острова с плавными линиями. Округлые формы делают пространство более текучим и атравматичным. Это не просто столешница посреди кухни, а центр, вокруг которого происходит вращение. Однако всем закругленным углам и большим радиусам я не прогнозирую долгой жизни. Если архитектура вам на них не намекает, не используйте этот тренд, не вкладывайтесь в него монументально, потому что он очень быстро надоест. И вот этот вот модный сейчас большой радиус, который появляется и в мягкой мебели, и в стенах, и в фасадах, уже скоро будет смотреться символом этой эпохи и будет выглядеть устаревшим. И будете вы смотреть на эти закругления примерно как сейчас смотрите на волны из гипсокартона из 90-х или на плитку 30×40. Ничего в этом плохого нет, для дизайнеров это приемы как краски для художника, но в массовом сознании это закрепится и обрастет ассоциациями с текущими годами. Открытые и закрытые вертикальные полки вместо фартука. Фартук превращается из защищающего в хранящее пространство, и вместо плитки могут быть открытые или закрытые полки, где живут тарелочки, бокалы и баночки. Это тренд либо про демонстрацию, либо про частичное закрытие. Это для аккуратных эстетов и тех, кто любит выставлять коллекции из стеклянных баночек, бокалов, ваз и декора. Металлический профиль в конструкциях. Фасады и модули на тонких металлических каркасах – это одновременно визуально легко и конструктивно надежно. Профили могут быть окрашенными, они могут быть латунные или просто черные и придают мебели за счет этого графичность и строгость. Особенно сейчас в моде черные или бронзовые акценты. Эффект градиента в кухнях становится актуален не просто цвет, а его переход. Начали появляться фасады с градиентной покраской от темного к светлому, от насыщенного к нейтральному. Такой прием делает кухню живой и меняющейся. Пока это все еще редкость, но, возможно, скоро станет новой волной. Яркий акцент на нейтральном фоне. Следующий тренд, который скорее даже стилевой прием, это яркий акцент на нейтральной кухне. Очень хорошо выделять цветом кофе-уголок, остров или какую-то отдельную небольшую зону. Хорошо делать цветной открытую секцию для книг, хранения для вина или разных мелочей. В принципе, я бы не назвала это прямо трендом, но я бы назвала это приемом, который будет актуален долго. Но с другой стороны, он выводит кухню из идеальной для аренды и продажи нейтральности. Хотя мне почему-то кажется, что если цвета немного, то никого он не напугает, а если все сделано хорошо, то, может быть, даже и заинтересует больше. Визуализации интерьера в этом ролике, на которых я демонстрирую вам тренды, были смоделированы выпускниками нашего курса «Дизайнер-визуализатор» в рамках стажировки после обучения. Если вы тоже хотите глубже разобраться в дизайне, загляните в описание. Там ссылки и на мой мастер-класс по кухням, и на курсы как для тех, кто делает ремонт для себя, так и для тех, кто хочет развиваться в профессии. Какой тренд вам самой нравится больше всего? Даже если он непрактичный или какой-то модный однодневка. Мне очень нравится хранение в зоне фартука. Там можно разные интересные истории придумывать, разные конфигурации, новое поле для творчества.
И еще мне нравятся цветные акценты. Это точно никогда не выйдет из моды. Это просто конструктивное цветовое решение. Пишите в комментариях, какой тренд из ролика вам понравился больше всего, что хотелось бы реализовать на своей кухне, какие тренды, по-вашему, стоит добавить к этому списку. Поддержите это видео лайком, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. До новых встреч, всем дизайн!